Алекс жил в огромном оживленном городе, где каждый день не отличался от предыдущего. Бесконечные деловые совещания, дорожные заторы, телефонные звонки и вечная суета медленно высасывали из него все силы. Чтобы сохранить рассудок, он нашел единственный способ восстановиться. Алекс часто отправлялся в ближайшие горы, подальше от людей, где ставил палатку и проводил по несколько дней в полном уединении. Чистый воздух, шелест ветра в ветвях и ночной треск поленьев в костре помогали ему обрести душевный покой. Для Алекса походы с ночевкой были не просто увлечением, а настоящим спасением, шансом побыть наедине с собой и своими думами. Он отлично знал эти края, изучил все тропинки, ручьи и лесные опушки и чувствовал себя здесь почти как дома. Но однажды случилось то, что навсегда перевернуло его жизнь и заставило иначе взглянуть на такие понятия, как долг, привязанность и верность. В тот вечер Алекс сидел у своей палатки и разжигал небольшой огонь. Солнце уже скрылось за горными хребтами, и лес наполнялся вечерним гулом. Вдруг он уловил странный звук. Это был жалобный, высокий, протяжный вой, от которого по спине пробежали мурашки. Алекс замер и стал прислушиваться. Он много лет бывал в этих горах и знал большинство звуков дикой природы, но такого плача никогда прежде не слышал. Звук был слабым, но полным отчаяния, словно кто-то звал на помощь из последних сил. Алекс встал и медленно направился туда, откуда, как ему показалось, доносился этот звук. Определить точное место было трудно, потому что деревья и скалы создавали эхо, но он шел осторожно, стараясь не создавать шума. Через несколько минут он увидел нечто, отчего застыл на месте в изумлении. На небольшой полянке, у корней старого дерева, лежали два крошечных щенка. Они были совсем малюсенькими, им вряд ли было больше нескольких недель от роду. Их шерстка была грязной и свалявшейся, а сами они дрожали и тихо поскуливали, прижимаясь друг к дружке. Щенки выглядели невероятно беспомощными и изможденными. Первым побуждением Алекса было тут же взять их на руки и унести в безопасное место. Но затем он задумался. Мать щенков должна была быть где-то поблизости. Возможно, она ушла на поиски еды или наблюдала за ним из укрытия. Любое неосторожное движение могло спровоцировать атаку. Поэтому Алекс решил не трогать малышей и отошел на расстояние, оставив им неподалеку немного воды и еды. Он надеялся, что их мать скоро вернется. Прошло 2 дня. Алекс оставался в горах и несколько раз возвращался к тому месту. Но каждый раз картина была одна и та же. Щенки были на месте, а они стали еще слабее, и вокруг не было ни единого следа взрослой собаки. Алекс понял, что мать, скорее всего, погибла или была вынуждена бросить потомство. Наблюдая, как щенки еле держатся на ногах, он осознал, что больше не может оставаться в стороне. Если он не вмешается, они погибнут. Алекс собрал свои вещи, аккуратно закутал щенков в свою куртку и отправился обратно в город. По дороге он чувствовал тревогу, но также и странное тепло внутри. Он понимал, что берет на себя огромную ответственность, но отступить уже не мог. Когда Алекс вернулся домой, его встретила его кошка по имени Луна. Луна была небольшой, сообразительной и невероятно ласковой кошечкой, которую Алекс подобрал несколько лет назад. Она уже приносила котят и обладала сильным материнским инстинктом. Алекс обожал Луну. Сидеть с ней по вечерам, гладить ее мягкую шерстку и чувствовать ее ровное дыхание было для него лучшим способом расслабиться после тяжелых рабочих дней. Когда Луна увидела сверток в руках Алекса и услышала тихое попискивание, она мгновенно насторожилась. Она подошла ближе, склонила голову и внимательно посмотрела сначала на щенков, потом на Алекса, словно пытаясь понять, что происходит и кто эти малыши. У Алекса не было времени на долгие объяснения. Щенков нужно было срочно накормить и согреть, если у них был хоть какой-то шанс выжить. Он приготовил молочную смесь и начал осторожно кормить их из бутылочки. Луна не отходила ни на шаг и внимательно наблюдала за каждым его движением. И вдруг произошло удивительное. Луна тихо подошла к щенкам, обнюхала их и нежно лизнула. Затем она улеглась рядом, прижав малышей к себе. Хотя щенки были почти такого же размера, как она сама в детстве, Луна сразу поняла, что они нуждаются в защите. Казалось, в ней мгновенно пробудился материнский инстинкт,
и она без колебаний приняла на себя роль их матери. В течение следующих недель щенки начали крепнуть. Они набирали вес, становились активнее и любопытнее. Луна заботилась о них с поразительной нежностью. Она согревала их, вылизывала, играла с ними и учила первым правилам поведения. Щенки повсюду ходили за ней хвостом, считая ее своей настоящей матерью. Со временем они начали расти быстрее, чем ожидал Алекс. Они становились сильнее, выше и заметно крупнее Луны, но это ничуть не меняло ее отношение к ним. Для нее они навсегда оставались ее детьми. Если во время игр щенки становились слишком резвыми, Луна тут же вмешивалась и строго устанавливала границы. Алекс не мог сдержать улыбку, наблюдая, как его маленькая кошка полностью управляет двумя подрастающими псами. К сожалению, настал момент, когда стало ясно, что щенки больше не могут жить в квартире Алекса. Они росли очень быстро, становились все более энергичными и нередко портили мебель и вещи. К тому же их содержание требовало все больше денег, сил и пространства. Алекс долго размышлял и в конце концов принял тяжелое решение. Он решил отвезти их в специализированный приют для собак, где о них могли бы заботиться профессионалы и где у них было бы больше простора для жизни. Это решение далось ему невероятно тяжело. Особенно больно было видеть, как Луна сидела у двери и тихо мяукала, когда щенков увозили. Казалось, она понимала, что происходит, и это разбивало сердце Алекса. К счастью, приют оказался прекрасным местом. Он недавно открыл большой просторный комплекс с вольерами, похожими на естественную среду обитания. Там щенки могли бегать, играть и общаться с сородичами. Алекс долго прощался с ними, гладил их и обещал себе, что сделал правильный выбор. После этого он больше ни разу не возвращался в приют. Память об этой разлуке была для него слишком болезненной. Прошли годы. Луна постарела. Ее движения стали медленнее, а глаза потускнели. Со временем она начала болеть, и ее организм больше не справлялся с недугами. Алекс отвез ее к ветеринару, и тот сказал, что лучше всего будет усыпить кошку, чтобы избавить ее от мучений. Алекс согласился, но перед этим хотел сделать для Луны еще одну вещь. Он хотел подарить ей последний радостный миг. Алекс посадил Луну в переноску и поехал в приют. Он подошел к вольеру, где жили те самые два пса, которых он спас много лет назад. Он сразу узнал их, хотя они стали большими и мощными. Не зная, помнят ли они его, Алекс приблизился. Псы посмотрели на него равнодушно и отвернулись, словно он был всего лишь очередным посетителем. Алекс почувствовал разочарование, но затем он взял на руки Луну и показал ее им. И тут произошло невероятное. Псы мгновенно преобразились, их глаза загорелись, и они подбежали к самой решетке. Они явно узнали ту, кто вырастила и защитила их в детстве. Луна тоже узнала их. Она начала махать хвостом и тихо повизгивать. Она терлась о сетку, а псы пытались сделать то же самое со своей стороны. Это была невероятно трогательная сцена, которая растрогала всех, кто ее видел. Даже сотрудники приюта не могли сдержать слез. Это была история о любви, не знающей границ, о материнском инстинкте и о том, что настоящая связь не рвется со временем, даже если существа принадлежат к разным мирам и прошли долгий путь врозь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!